Дорогие гости моего канала, влюбленные и любимые, а также те, кто стремится к любви и надеется на встречу с этим прекрасным ощущением жизни. Приветствую вас на канале психолога Юрия Томина «Классики любви. Популярная психология любви и брака». В предыдущей лекции мы познакомились с наиболее живописным участком жизненного пути любви, который одновременно является самым трудным испытанием любви – супружескими отношениями. В этой 13-й мини-лекции мы посетим печальную территорию любви, наполненную переживаниями, вызванными любовной травмой, и рассмотрим следующие 3 блока вопросов. Кто виноват? Уйти или остаться? Потеря любви или себя? Начнем с размышлений над следующим вопросом. Почему утрата любви нередко переживается как смертельная душевная рана? В состоянии любви человек испытывает ощущение безграничного счастья, душевного полета, исполнения сокровенных желаний, так что все его существо пребывает в сверхординарной ситуации. Чувства, переживаемые влюбленными, настолько всепоглощающие и значимые для существования личности, что безответность любви, прекращение отношений или угасание любви воспринимается как утрата, сравнимая с физической потерей близкого человека. В этих случаях можно говорить о переживаниях, связанных с любовной травмой. Как правило, необычные события, травмирующие личность, связываются с бедствиями, угрожающими ей небытием. При этом прошедшая через травмирующее событие личность, уцелевшей, подвергается воздействию сложных и неоднозначных процессов трансформации личности. Особенность любовной травмы состоит в том, что она выступает не как удар по парадигме неуязвимости, а как прерывание трансординарного существования и поражение мотивации самоактуализации. Иными словами, при утрате любви мы страдаем от потери части пространства существования нашего «я», созданного любовью. Познакомимся поближе с особенностями любовной травмы и путями ее исцеления. Кто виноват? Стремление исправить ситуацию разрыва связи с любимым человеком в первую очередь направляется на поиски причин крушения радужных надежд на счастливую жизнь. А главным становится ответ на вопрос, кто и каким образом виноват в случившемся, чтобы, осознав совершенные ошибки, загладить их и вернуть все обратно. Согласно оценкам семейных психологов, в подавляющем большинстве случаев обвинения в той или иной форме предъявляются не себе, а своему партнеру. Действительно, ошибки, связанные с выбором партнера, определяют более половины случаев любовных разочарований. Однако в этих ситуациях вынужденного прозрения важно осознать и собственную долю вины, хотя бы для того, чтобы снова не обмануться. К сожалению, обнаружить собственные промахи в отношениях любви и вынести жизненно важные уроки оказывается совсем непросто. В расследовании причин и поиске виновников утраты любви наше сознание отступает на второй план. После мучительных переживаний ответы приходят готовыми и становятся неизъяснимыми, но в то же время непоколебимыми внутренними опорами понимания всей ситуации. Однако здесь нас подстерегают психологические ловушки. Одна из них описана Зигмундом Фрейдом при анализе состояния меланхолии как реакции на утрату любимого человека.
Особенность этого состояния заключается в том, что в отличие от переживания печали утраты конкретного объекта любви, страдающему неизвестно, что именно он потерял. При этом он начинает идентифицировать потерю в самом себе, собирая и ненавидя все свои реальные и мнимые недостатки, от которых следовало бы избавиться, чтобы прекратить страдания. Фрейд отмечает, что самообвинения меланхолика больше относятся не к нему, а к какому-нибудь другому лицу, которое больной любил, любит или должен был любить. Иными словами, утрата любви и ее замещение ненавистью превращается в запутанный внутриличностный конфликт. Как правило, в еще большей степени неопределенности находится понимание того потенциала развития, который невольно ощущается личностью, оказавшейся в отношениях любви. Поэтому при утрате любви потеря этого потенциала, обесценение образов нового «я» также вызывает страдания, которым трудно найти вразумительное объяснение. Поскольку объект утраты расплывчат, крайне сложно определить, кто и какими своими действиями способствовал потере этой ставшей первостепенной и такой близкой к обладанию ценности. Как правило, переживание утраты любви трансформируется в долгие, светлые, но с оттенком горькой печали воспоминания об упущенном счастье, о шансе, который дается в жизни только раз. Впрочем, бывают и исключения, которые наглядно обнаруживают трагическую связь потенциала развития личности с отношениями любви. В романе Джека Лондона влюбленный герой ясно понимает, какого положения, каким путем и каким трудом он должен достичь, чтобы соединиться со своей возлюбленной, которая, не выдержав испытаний, связанных с таким изнуряющим саморазвитием, разрывает с ним отношения. В результате успех достигнутого фатально обесценивается утратой объекта любви. Более того, жизненно значимой оказывается не сама девушка, которая готова на все, чтобы вернуть любовь Мартина Идена, а синхронизация ее любви с борьбой за правду собственного жизненного пути. В зависимости от того, как решается вопрос с поиском виноватого в угасании любви, решается и вопрос о способах исправления ситуации, о том, что делать. Наиболее радикальным средством прекращения страданий утраты любви является расставание, которое в случае брачных уз оборачивается мучительными вопросами развода. Уйти или остаться? Окончательный разрыв любовной связи при угасании или отсутствии любви имеет целью либо прекращение страданий, либо обретение более высокой настоящей любви. Здравый смысл подсказывает, что насильно мил не будешь, и возможность развода, правда с теми или иными ограничениями, всегда присутствовала в обозримой истории брака. В настоящее время вопрос о разводе решается в духе законов Моисея, согласно которым, если мужу жена тем или иным образом не подошла, он имеет право развестись с нею, дав ей разводное письмо. Борьба за равноправие женщин с мужчинами уравняла их в возможностях, предоставляемых этой заповедью. Теперь эту возможность избежать страданий жизни с нелюбимым человеком в нашей стране используют в среднем более половины от вновь созданных супружеских пар, а в отдельные годы до 70-80%. Однако еще в золотой период русской литературной классики XIX века, на романтических историях которого до сих пор формируется представление о настоящей любви,
развод был затруднен и связан с тяжелыми моральными переживаниями, обусловленными христианским пониманием нерушимости брака. Согласно Библии, фарисеи, искушая Христа и желая обличить его в противоречии с законом Моисея, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» На что он, поясняя свою позицию по этому вопросу, отвечал, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Эта заповедь по своеобразной логике общественной мысли вошла в сознание верующих и практику жизни христиан как запрет на развод с женой, допускаемый в качестве исключения только в случае тяжкого преступления, прелюбодеяния. Однако даже такому приверженцу устоев и традиций, как Толстовский и Каренин, ясно, что никто не в состоянии контролировать чувства своей жены, и он, размышляя о своем положении обманутого мужа, признает, что в вопросах о ее чувствах, о том, что делалось и может делаться в ее душе, это не мое дело. Это дело ее совести и подлежит религии. В этой связи христианскую максиму о нерасторжимости брака следует скорее относить к идеальному браку, поскольку в христианском понимании любовь связана с божественным присутствием, и разлучение семейной пары невозможно без отдаления разлученных от божества. Возможно, именно с этим связано исключительное религиозное усердие по сохранению брака. Здесь мы снова сталкиваемся с парадоксом любви, в котором она проявляется своими острыми гранями. Представлением о полноценной любви, которая только и может служить основой нерасторжимости брака, и ощущением исчерпания энергии любви в сравнении с переживаниями периода влюбленности или мечтами о высокой любви. Угасание любви в браке может активизировать жажду другой, настоящей любви, которая невольно обратится на первый подходящий объект. В сравнении с новой высокой любовью меркнут и признаются иллюзией любви все те нежные чувства к супругу, детям, семейным ценностям, которые в той или иной мере существовали до ее осознания или хотя бы призрачного присутствия. Однако решиться на отчаянный шаг навстречу другой любви непросто. Слишком много сомнений вызывает обдумывание столкновения идеала любви с реальностью. В рассказе Чехова о любви герой долгие годы не решается оборвать счастливое течение семейной жизни своей возлюбленной. И лишь когда пришла пора прощаться, осознает, как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить. Он понимает, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе. Но и в случае решительных действий, когда, как в другом произведении Чехова «Рассказ неизвестного человека», замужняя женщина в один прекрасный момент переезжает жить к своему любовнику, все заканчивается горьким разочарованием. Удивительным образом в этой трагической истории сталкиваются два типа любви по Стендалю. Романтическая страстная любовь женщины, любящей по образцу героинь тургеневских романов, когда уйти от папаши и мамаши или от мужа к любимому мужчине – это верх гражданского мужества. И любовь влечения размеренного аристократа, когда любовь нужно удовлетворять с рассуждением или же совсем отказаться от нее, иначе она внесет в твою жизнь такие же нечистые элементы, как она сама. Знатоку рассудочной любви
Давно известно, что всякие адюльтеры и сожительства у порядочных людей, какова бы ни была любовь в начале, не продолжаются дольше 2, а много 3 лет. Это она должна знать. А потому все эти переезды, кастрюли и надежды на вечные любовь и согласие ничего больше, как желание одурачить себя и меня. К сожалению, разрыв брачных уз избавляет только от острых страданий угасшей любви и занявшей ее место ненависти, но дает лишь зыбкую возможность обретения более высокой любви. Шансы на успешность второго брака в среднем оказываются гораздо ниже первого. Возможно, это обусловлено тем, что достижение зрелой любви связано с неизбежными жизненными этапами и закономерностями, которые крайне сложно ускорить, избежать или превзойти. Есть и другое, правдоподобное объяснение данного феномена. Оно состоит в том, что любовь есть порождение индивидуальной человеческой души, и отсюда следует ее единственность, вне зависимости от выбора или смены объекта любви. Об этом стихи Зинаиды Гиппиус. Проходит жизнь, и в жизни длинной любовь одна, всегда одна, лишь в неизменном бесконечность, лишь в постоянном глубина, и дальше путь, и ближе вечность, и все ясней. Любовь одна. Любви мы платим нашей кровью, но верная душа верна, и любим мы одной любовью. Любовь одна, как смерть одна. Сколь бы трудными ни выглядели перспективы освобожденного, разорвавшего брачные узы или романтические отношения ради новой любви, еще более сложным оказывается положение оставленного, для которого одностороннее прерывание отношений любви оборачивается любовной травмой. Потеря любви или себя. Любовь выступает тем уникальным опытом человека, когда все составляющие его психической структуры синхронизируются и проявляются согласованно. Так что можно говорить о трансформации личности в направлении ее интеграции как единого целого. При утрате любви происходит обратный процесс дезинтеграции личности. Он сопровождается образованием страдающего двойника, находящегося в связи с иной, уже несуществующей реальностью. Такое раздвоение «я» ощущается как потеря себя, поражение в жизненной борьбе, разочарование в собственных способностях. Вследствие этого становится понятным, что путь, связанный с попытками вернуть прежнюю любовь, может привести лишь к состоянию склеивания разбитой чашки. Более продуктивным является формирование нового центра интеграции «я» на основе глубинных потенциалов личности. Трансформация такого рода требует мобилизации и приложения всех душевных сил для возрождения себя в качестве обновленной целостной личности. Это трудный и длительный процесс. Обнадеживает то, что его основные закономерности известны психологам, занимающимся вопросами экстремальных состояний личности. В этой области разработаны техники работы личности в ситуации утраты и жизненного застоя, направленные на открытие подлинной ценности жизни, выход за пределы стереотипов, обнаружение незадействованных потенциалов. Вместе с тем, каждая жизненная ситуация индивидуальна и требует сопереживающего понимания. Чтобы представить себе широкий спектр индивидуальных особенностей и обстоятельств любовной травмы, посмотрим на ситуацию отвергнутой любви
на примере пушкинской Татьяны, тургеневской Аси и чеховской Верочки. На удивление, для молодой и неопытной девушки Татьяна прекрасно представляет себе свой запасной аэродром, хотя и с долей сомнения добраться туда когда-нибудь. В письме к Онегину мы читаем, какой вариант событий для несостоявшейся любви рассматривает она. Души неопытные волнения, смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. В то же время она отдает себе отчет в том, что у нее не будет другой, высокой, настоящей любви. «Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты, хранитель мой». К страху быть отвергнутой и трепетной надежде на взаимность также добавляется тяжелое чувство непонимания со стороны близких, которое в дальнейшем оборачивается тем, что ей пришлось в одиночестве переживать утрату любви. Ее собственное разматывание клубка тяжелых спутанных мыслей дало ей опору в виде надежды, связанной с открытием того, что Онегин не настоящий, а только пародия. Значит, и утерянная любовь, возможно, была не настоящей, и можно смелее посмотреть в будущее. Похоже, ей удалось найти, если не избавление от страданий любви, то, по крайней мере, душевное равновесие. При встрече с Онегиным, уже в качестве твердо вошедшей в свою роль княгини, у нее и бровь не шелохнулась. В случае тургеневской Аси любовная травма накрывает с неизбежностью злого рока, воплотившегося в цепочке мелких мыслей и скоротечных событий обоих влюбленных, несмотря на взаимность нежного чувства. Чтобы прочувствовать глубину неизбежных страданий утраты любви, достаточно прочитать гениальное описание состояния девушки, решившейся открыть свою любовь. Она медленно подняла на меня свои глаза. О, взгляд женщины, которая полюбила! Кто тебя опишет? Они молили, эти глаза, они доверялись, вопрошали, отдавались. Я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами. Я нагнулся и приник к ее руке. Послышался трепетный звук, похожий на прерывистый вздох, и я почувствовал на моих волосах прикосновение слабой, как лист дрожавшей руки. Я поднял голову и увидал ее лицо. Как оно вдруг преобразилось! Выражение страха исчезло с него, взор ушел куда-то далеко и увлекал меня за собою. Губы слегка раскрылись, лоб побледнел, как мрамор, и кудри отодвинулись назад, как будто ветер их откинул. Я забыл все. Я потянул ее к себе, покорно повиновалась ее рука. Все ее тело повлеклось вслед за рукою, шаль покатилась с плеч, и голова ее тихо легла на мою грудь, легла под мои загоревшиеся губы. «Ваша», — прошептала она едва слышно. Прикоснувшись к рождению сильной, но беззащитной любви, можно догадаться, почему Тургенев не показывает дальнейшую судьбу героини. Что же касается неготового к внезапной любви героя, то он не слишком долго грустил по ней. Но жгучее, нежное, глубокое чувство уже не повторилось, и ему осталось доживать свой век осужденным на одиночество бессемейным бобылем, хранящим как святыню ее записочки. В рассказе Чехова «Верочка» 21-летняя девушка, которая много мечтает, от которой веяло свободную ленью, домососедством, благодушием,
признается в любви уже постаревшему душой 29-летнему мужчине, который притом сожалеет, что у него не было во всю жизнь ни одной романтической истории. Но эта любовь застает его врасплох. Его переживания связаны с недоумением и грустью по поводу собственного бессилия души, неспособности воспринимать глубоко красоту, а также болезнью совести порядочного и сердечного человека против воли, причиняющего своему ближнему жестокие, незаслуженные страдания. Потому как она шла впереди него все быстрее и быстрее, не оглядываясь и поникнув головой, как с горя она осунулась, сузилась в плечах, он понимает, что ей и стыдно, и больно до того, что умирать хочется. Пожалуй, мы можем предположить, в чем попытается найти свое утешение Верочка. Ее любовь какими-то неизъяснимыми нитями связана с тем, что ей хочется вырваться из затхлого уюта. Она безумно стремится туда, откуда, как ей кажется, явился ее возлюбленный, в большие сырые дома, где страдают, ожесточены трудом и нуждой. Если внимательно посмотреть на эти истории любовной травмы, то можно отметить одну закономерность. В каждой из них уцелевшие, похоже, до конца жизни будут сохранять грустные воспоминания о несостоявшейся любви. Так что даже найдя новую любовь, они будут понимать, что не способны вновь пережить те высокие, яркие и глубокие чувства. Возможно, это связано с тем, что в настоящей любви речь идет не только о единении мужчины и женщины в одну плоть, но также и о чудесном слиянии чистой любви с вожделением. Причем, похоже, это единство дается людям как подарок природы лишь единственный раз в жизни, когда высокая сила любви побеждает плоть. Однако, люди поставлены в такие обстоятельства жизни, что воспользоваться этим, заложенным в нас природой шансом, удается лишь единицам. Данные опросов свидетельствуют, что в 95% случаев, когда люди были сильно влюблены, их отвергали. Дело усугубляется тем, что практически каждый из опрошенных мог также припомнить случай, когда они сами отвергали любовь. Сдается, каждый из нас носит в себе остатки когда-то умершей любви. Роковой вопрос, по-видимому, состоит в том, в состоянии ли человек, слабый, но гордый, легко теряющий свой природный божественный дар высокой любви, возродить его в себе собственными, а в какой-то мере и совместными усилиями. Чтобы зарядиться в этом плане оптимизмом, пожалуй, самое время отправиться в гости к пока еще встречающимся долгожителям в любви, а также к тем, кто изучает вопросы любовного долголетия. В следующей передаче мы познакомимся с секретами счастливых пар и рецептами успешной любви. Мы рассмотрим следующие 3 блока вопросов: о семейном счастье, коммуникация любви, обуздание конфликтов, мастер-классы любви. Для того, чтобы сегодняшние новые мысли у вас улеглись и не прерывалось движение к цели, которую, надеюсь, вы для себя определили, присоединившись к нашим передачам, в свободное время подумайте над следующими вопросами. Что, на ваш взгляд, теряет влюбленный при утрате любви? Созвучно ли вам переживание Зинаиды Гиппиус об одной любви? Хочу вам пожелать удачи и удовольствия в прохождении наших курсов.
а также любви. С вами был психолог Юрий Томин, автор книги «Атлас любви».